I'll be using slides for my presentation. Я буду использовать слайд для того, чтобы и покажу свою презентацию. But it is in English. Но она на английском. И будет переведена на русский, к сожалению, не на украинский. Okay, go ahead. Every year, on September 1 in Japan, two things happen. Кожного разу 1 сентября в Японії відбуваються дві речі. It is the opening day of all schools in Japan. Это день открытия школ в Японии. It is the day of the highest rate of student suicide in Japan. И это день, когда уровень суицида среди студентов самый высокий в Японии. Student suicide is the #1 cause of death among teenagers in Japan. Студенческий суицид – это самая основная причина смерти среди молодежи в Японии. Here is a chart that shows that student suicides occur during the opening of classes after summer and spring breaks. Вот перед вами график, на котором показано, что количество ученических или студенческих суицидов увеличивается в дни открытия школ и учебных заведений после весенних и летних каникул. Here is another piece of news. China's cutthroat school system leads to teen suicides. Вот еще новости. Китайская убийственная система образования ведет к случаям суицида среди подростков. 63% of these suicides occurred when students usually experience more stress due to high school and college entrance exams. 63% этих случаев суицида случается, когда студенты обычно испытывают больший стресс, большие нагрузки во времена вступительных экзаменов в школы, и высшие школы и колледжи. One student jumped off a building after learning that his test scores had dropped. Один студент выпрыгнул из многоэтажки после того, как он узнал, что результаты его тестов очень низкие. A 13-year-old boy hanged himself after failing to finish his homework. 13-летний мальчик повесился после того, как ему не удалось выполнить домашнее задание. And a girl cut her wrists and took poison upon learning the results of her college entrance exam. И девочка порезала себе вены и приняла яд, когда она узнала результаты вступительных экзаменов в колледж. The same thing is happening in Hong Kong. То же самое происходит в Гонконге. In South Korea, suicide is the leading cause of death among Koreans 15 years old to 24 years old. В Южной Корее случаи суицида являются основной причиной смертности среди корейцев в возрасте от 15 до 24 лет. In India, one student kills himself or herself every hour, mainly because of school pressure and stress. В Индии каждый час один студент кончает жизнь самоубийством, в основном из-за школьных нагрузок и стресса.
Why? What is happening? Почему? Что происходит? Why has the school become a source of horror rather than a source of wisdom and enlightenment? Почему школа становится источником несчастья, вместо того, чтобы быть источником мудрости и просвещения, и просветления? Why do children generally hate school instead of welcoming every day with joyful anticipation? Почему дети в основном ненавидят школу вместо того, чтобы приветствовать каждый школьный день радостным ожиданием? Shouldn't we review the whole concept of education and why we send our children to school? Не стоит ли нам пересмотреть всю концепцию образования и то, зачем мы посылаем наших детей в школу? What is the role of the school in the life of each individual? Какова роль школы в жизни каждого индивида? What is its function in human society? Какова функция школы в человеческом обществе? Most schools focus on academic and professional competency, such as learning math, science, language, engineering, or business. Большинство школ сосредотачивает свое внимание на академических предметах и профессиональной компетенции. Это изучение математики, наук, иностранных языков, технических предметов, бизнеса. They use competition, ranking, comparison, examination, pressures, fear, punishment, etc. Они используют методы соревнования, разделения по знаниям, сравнения, экзаменов, давления какого-то, страха, наказания и так далее. But how about inner peace, or happiness, or meaning in life, relationships, ethical living? Ну а что насчет внутреннего покоя, ощущения счастья, смысла жизни, взаимоотношений и жизни в этике? Erich Fromm, the famous psychologist, wrote in his book, The Sane Society. Эрик Фромм, известный психолог, пишет следующее в своей книге «Здравое общество». The task of impressing on people the guiding ideals and norms of our civilization is, first of all, that of education. Задача принесения людям руководящих идеалов и норм нашей цивилизации прежде всего является задачей образования. But how woefully inadequate is our educational system for this task? Но насколько ужасно неадекватной является наша система образования этой цели? Its aim is primarily to give the individual the knowledge he needs in order to function in an industrialized civilization. Она нацелена преимущественно на то, чтобы давать каждому ученику знания, которые ему необходимы для функционирования в индустриализированном обществе. Man himself became a part of the machine rather than its master. Сам человек стал частью машины вместо того, чтобы быть ее хозяином. He experienced himself as a commodity, as an investment. His aim became to be a success, that is, to sell himself as profitably as possible on the market. Он чувствует себя товаром, чем-то наподобие инвестиций. Его целью стало быть успешным
что обозначает, что ему нужно продавать себя как можно дороже на рынке труда. His value as a person lies in his salability, not in his human qualities of love, reason, or in his artistic capacities. Его ценность как личности заключается сейчас в его продаваемости, а не в его человеческих качествах, таких как любовь, ум или его способностях к искусству. Abraham Maslow, one of the most famous psychologists of the 20th century, wrote, Абрахам Маслоу, один из ведущих психологов 20 века, писал: "The function of education, the goal of education, is ultimately the self-actualization of a person, the becoming fully human, the development of the fullest height that the human species can stand up to, or that the particular individual can come to." Задачей образования, ее целью является исключительно самоидентификация личности, становление абсолютно человечным, достижение максимальных высот, которые только доступны людям или доступны отдельным индивидуам. Let us now look into the essential elements of an education for life. Давайте теперь взглянем на обязательные элементы образования для жизни. First, there are two crucial competencies that we must develop in a person: life competency and career competencies. Прежде всего, существует две ключевых компетентности, которые мы должны развить в человеке. Это жизненная компетентность и карьерная компетентность. Most schools and universities focus mainly on career competencies. Большинство школ и университетов сосредотачивают свое внимание главным образом на карьерной компетенции. But life competencies are important because they can make a huge difference in their career and in their lives. Но жизненная компетентность очень важна, потому что она к тому же составляет большую разницу с карьерной компетенцией. A person may be very competent in his field, but fare very poorly in self-discipline, relationship, stress management, and other things that he may not really be effective in life. Человек может быть очень компетентным в своей сфере деятельности, но очень слабо обозначенным в вопросах самодисциплины, взаимоотношений, стрессоустойчивости и так далее, что может очень отрицательно сказываться на его жизни. Life competencies can be divided into four major aspects. Жизненная компетентность может быть разделена на 4 основных аспекта. The first is wholesome philosophy of life. Первое – это здравая философия жизни. The second is personality development. Второе – это персональное личное развитие. The third one is character development. Третье – это развитие характера. And the fourth one is capacity for happiness. И четвертое – это способность быть счастливым. Career competency consists of two major things. Компетентность в карьере состоит из 2 основных частей. First is work effectivity. Первое – это рабочая эффективность. And the second is professional competency.
И вторая – это профессиональная компетентность. Let us go through these one by one. Давайте рассмотрим это по отдельности. A wholesome philosophy of life consists of clarity about one's basic directions and principles in living. Здравая философия жизни заключается в четком понимании основных направлений и принципов жизни. Such views form the foundation or motivation for right action. Такой взгляд формирует основания или мотивацию для правильных действий. For example, a clearer understanding of the purpose of life. Четкое понимание целей жизни. Some people think of the purpose of life in terms of having a job or being stable in one's career, but this is a narrow view of life. Некоторые люди думают или воспринимают цель жизни так, якобы это только работа, стабильный карьерный рост, но это очень узкий взгляд на жизнь. A better view is to achieve self-actualization that will include a sense of fulfillment, inner peace, and contentment. Намного лучшим взглядом является достижение самоактуализации, которая включает в себя наполненность, внутренний покой и осмысленность. Another one is clear values. After knowing what is one's core direction in life, then one must be clear about what are one's priorities in life. Следующим являются истинные ценности, жизненные ценности, после познания которых идет к пониманию основного направления в жизни. И тогда человек понимает основные ценности жизни. Okay, let me just... some difficulties with presentation. Let me just... Okay. Can you see it now? Yes, we can. Okay. The third one is a knowledge or understanding of the principle of cause and effect as a guide to how we will act in life. Следующим является понимание принципа причины и следствия, как руководство к действию в этой жизни. For example, kind actions will result in comfortable consequences. К примеру, правильные добрые действия ведут к добрым последствиям. This looks very commonsensical, but a lot of people tend to ignore it. Это кажется довольно тривиальным, но многие люди пренебрегают этим. Another one is right mental attitude, which means a wise attitude towards many aspects of living. Следующим является правильная или верная ментальность, что включает в себя правильное отношение либо понимание многих аспектов жизни. For example, learning how to accept inevitable things and moving on forward. К примеру, научиться понимать то, что неизбежно, принять это и жить дальше. Then
Unity of life means that we feel that the welfare of others or humanity is also our welfare. This is a source of compassion for the suffering of others. И следующим является единство жизни. Это обозначает, что мы ощущаем, что благосостояние других, либо человечества, является также и нашим благосостоянием. Это является Then social responsibility means that we must take steps to be of help to society. Социальная ответственность обозначает, что мы должны предпринимать какие-то шаги для того, чтобы помогать обществу. The second aspect is the development of a wholesome personality. Целостной личности. This consists of right habits, self-esteem, self-discipline, self-confidence, absence of significant distress, effective relationships, and communication skills. Она включает в себя правильные привычки, самооценку, самодисциплину, самоуверенность, отсутствие страданий, эффективные взаимоотношения и коммуникационные привычки. Serious failures of many people are due to weaknesses in these aspects. If one lacks, for example, self-discipline, then one will not be effective in work or in life. Серьезные неудачи многих людей возникают из-за слабости именно вот этих аспектов. К примеру, если у кого-то нет самодисциплины, тогда этот человек не может быть эффективным в жизни либо на работе. The next one is character development, which is different from personality development. Следующее – это развитие характера, которое отличается от развития личности. It refers to the capacity to know what is right and wrong, to have integrity and be honest, the development of inner will, being trustworthy, unselfish, compassionate and loving, and having a set of clear core values. Сюда относится необходимость, либо необходимость знать, что является правильным, а что неправильным. Быть честным и правдивым. Развитие внутренней воли. Умение быть благонадежным, либо заслуживающим доверия. Быть неэгоистичным, сострадательным, любящим и имеющим четкие приоритеты. Then the capacity for happiness. И потом способность быть счастливым. This is part of the first three, but I am emphasizing it because it tends to be ignored as a specific life direction in most schools or universities. Эта способность быть счастливым является частью первых трех составляющих либо аспектов. Но я специально обращаю на это внимание, потому что существует тенденция игнорировать этот аспект в обучении в университетах и прочих учебных заведениях. Essential elements of this are removal of causes of distress,
warm relationships, positive attitudes, helping others, and ethical living. Необходимыми элементами здесь являются избавление от причин огорчений, теплые взаимоотношения, позитивизм, помощь другим и этика. I will not go into the details of these because of the lack of time, but these are serious parts of a school curriculum. Я не буду вдаваться в это очень подробно, но это является очень важной частью школьной программы. Now we go into career competencies. There are two facets. As I said, work and professional competency. Сейчас мы перейдем к карьерной компетенции, или компетенции в карьере. Тут существуют две грани. Это рабочая компетентность и профессиональная компетентность. Work competency is being effective and efficient in any kind of work or task undertaken. It applies to any type of career. Рабочая компетентность – это значит быть эффективной и действенной при выполнении любой работы, либо любого задания. Examples of these are being result-oriented and not just task-oriented. И примерами является ориентированность на конечный результат, а не просто на выполнение задачи. Being accurate in whatever task given. Аккуратность при выполнении полученного задания. Finishing a task on time. Завершение выполнения задания в назначенные сроки. Being a reliable person, which means that one keeps one's commitments or promises. Быть благонадежным человеком, что значит держать свое слово и исполнять свои обязательства. Being analytical, which means the ability to understand situations and data. Иметь аналитическое мышление, то есть быть способным понимать ситуацию и информацию. Being assertive, which means knowing how to communicate effectively without being aggressive or timid. Быть напористым, это значит знать, как общаться эффективно, без агрессии, либо без робости. Leadership, which means gaining the trust and cooperation of others. И последнее, иметь лидерские качества, то есть заслуживать доверия и поддержку других. Now, professional competency is the skill in one's chosen profession, whether in accounting, engineering, sports, teaching, writing, etc. Профессиональная компетентность относится к навыкам или умению в выбранной профессии, будь это бухгалтерия, инженерные какие-то специальности, спорт, обучение, писательство и так далее. This is usually the focus of most schools, and they tend to ignore the other aspects of educating for living, for life. Эти предметы, как правило, эти аспекты, как правило, игнорируются в школах, и поэтому дети это не готовы к жизни. Let me just conclude my presentation by sharing with you our actual experiment and implementation of these principles in 6 schools that we have established in the Philippines under the Theosophical Society. Позвольте мне завершить мою презентацию тем, что я поделюсь с вами нашим экспериментом и имплементацией этих принципов в 6 школах, которые
мы создали на Филиппинах под эгидой Теософского общества. These are the Golden Link College campuses found in 5 different cities with classes starting from nursery up to collegiate levels. Это Golden Link Колледж и его филиалы, которые расположены в 5 разных городах, и в которых проводятся занятия с детьми, начиная от ясельного возраста до университета. For example, we teach students how to minimize or remove stress, hurt, fear, worry, or anxiety, irritation, anger, and rage, resentment or hatred, loneliness and depression, guilt, and aversion. К примеру, мы учим наших детей, как минимизировать, либо избавиться от стресса, боли, страха, беспокойства, волнения, раздражения, гнева, ярости, обиды, ненависти, одиночества, депрессии, чувства вины или антипатии. Here is an example of the effects of self-awareness processing, which we teach them. Вот пример того, как мы их учим, исходя из этих принципов. We teach them how to remove fear, such as fear of snakes, fear of public speaking, heights, dark places, failure, etc. Мы учим их, как избавиться от страха, такого как страха боязни змей, боязнь публичных выступлений, боязнь высоты, страх темных мест, страх неудачи и так далее. This is usually done in about 30 minutes. Обычно этому мы обучаем в течение 30 минут. This includes removing fear of people, authorities, fear of making mistakes, fear of criticism, and similar things that can affect their career and life. Это включает в себя избавление от страха, от боязни людей, руководства, от страха сделать ошибку, от страха критики и подобных вещей, которые могут влиять отрицательно на карьеру и жизнь. Even the parents or grandparents of the students are taught how to do this whenever they come and join our activities. Даже родители и дедушки и бабушки наших студентов учатся, как это делать, когда они приходят к нам и присоединяются к нашим занятиям. Every year, we hold a 4-day youth camp for high school and college students, for them to learn how to handle their distresses, fears, low self-confidence, and other weaknesses of their personality. Каждый год мы проводим 4-дневный курс или отдых в лагерях для учеников высшей школы и колледжа, и студентов колледжа, где мы учим бороться с различными огорчениями, страхом, с низкой самоуверенностью, либо с другими слабостями их характера, их личности. In the school, we don't have ranking, contests, or competition. У нас в школе нет разделения по знаниям, по рейтингу какому-то, нет конкурсов, либо соревнований. When we have speech programs, for example, we ask all the students to go to the stage one by one and deliver a speech, whether it is a nursery rhyme by a kindergarten child or a full speech by older students. Когда мы проводим разговорную программу, мы просим всех студентов выходить на сцену один за одним и
говорить какую-то речь. Неважно, что это будет за выступление, это может быть детский стишок детского сада, либо полная серьезная речь старшеклассников. If there are 700 students, then there will be 700 speakers. Если у нас 700 учеников, то будет 700 выступающих. It takes us 4 days to finish the whole program. У нас уходит 4 дня для того, чтобы выполнить всю эту программу. We invite all the parents to attend. There are no medals or winners. They just do their best and they develop self-esteem and self-confidence. Мы также приглашаем и родителей на это мероприятие. У нас нет медалей и нет победителей. Они просто стараются делать лучшее, что они могут. И таким образом они повышают самооценку и самоуверенность. The school has a culture of friendliness and warmth. Every day, when they come to the school, they shake the hands of teachers or administrators. Школа развивает культуру теплых дружеских отношений. Каждый день, когда они приходят в школу, они пожимают руку учителям, либо руководителям, администраторам школы. It develops self-esteem and being naturally sociable. Это повышает их самооценку и способность входить в общество. Teachers are trained to be loving and caring. The students respect the teachers, but not afraid of them. This prevents daily fear and anxiety. Учителя обучены быть любящими и заботливыми. Ученики уважают учителей, а не боятся их. Это предотвращает появление страхов и беспокойства. The teachers are also trained to make the classroom a positive and happy environment. Учителя также обучены оформлять школьные кабинеты, школьные классы в радостном и таком позитивном стиле. Usually, the children do not want to be absent from classes. Обычно дети не хотят прогуливать уроки. Every day, students have circle time where they enter into inner silence from 5 to 10 minutes. This develops in them the capacity for equanimity and inner peace. Каждый день ученики собираются вместе, садятся в кружок, и на 5-10 минут погружаются во внутреннюю тишину. Это развивает у них чувство самообладания и внутреннего покоя. Every day, we have circle time where students are asked to share their talents or give a talk. They develop self-confidence in facing an audience. Каждый день мы проводим мероприятия, на которых ученики имеют возможность проявить себя и получить чувство самоуверенности. There are many other aspects in our curriculum that help achieve the school's goals, such as adding new subjects to what the government requires that will prepare them in their life competencies. У нас очень много других мероприятий, которые помогают достичь целей нашей школы, такие как добавление новых предметов, тем, которые утверждены правительством, что готовят детей к жизни и вырабатывают у них жизненную компетенцию. Here then are what I consider to be essential elements in a well-rounded education that will prepare young people not only for their careers, but for life.
Таким образом, вот как бы основные необходимые компоненты или детали, которые являются необходимыми для всестороннего образования, которое подготовит молодежь не только для успешной карьеры, но и для хорошей жизни. For life competencies, we must guide them to develop a wholesome philosophy of life, develop their personality well, develop good character, and nurture the capacity for happiness. Для того, чтобы обрести жизненную компетентность, необходимо развивать здравую философию жизни, личностное развитие, персональное развитие, развитие характера и способность быть счастливым. For career competencies, we must teach them how to be an effective person in any kind of work and to be competent in their professions. Для карьерной компетенции мы должны обучить их быть эффективными в своей работе и быть профессионально компетентными. I hope that these thoughts will give some insight to what is possible in education. Я думаю, что эти мысли наведут на то, что в принципе возможно в обучении. We have been running our schools for more than 20 years, and the results are something which makes us feel fulfilled and happy. Мы руководим такими школами уже более 20 лет, и результаты показывают то, что мы можем быть довольными и счастливыми результатами нашей работы. Thank you. Спасибо.